Теперь поговорим об авиации серьезной, по-настоящему боевой. Потому что все самолеты, которые не предназначены для действий по земле, это вспомогательная авиация. Разведчики, истребители, метеорологические самолеты, транспортные. Это все вспомогательная авиация. Боевая авиация – это бомбардировщики и штурмовики. Это те самолеты, которые прокладывают путь сухопутным войскам и оказывают содействие в одержании победы над врагом. Поговорим о бомбардировочной авиации сторон. Это тоже любопытно, потому что все мы помним прекрасные рассказы наших байкописцев о том, как немцы господствовали в небе над Европой, а все остальные трусливо жались по углам, потому что немецкая бомбардировочная авиация делала с врагом все, что хотела. Итак, что это была за авиация? Сейчас немножко цифр. Это утомительно, но это необходимо. На 1 сентября 1939 года в составе Люфтваффе насчитывался 351 бомбардировщик Хенкель-111, 431 Хенкель-111H, 218 Дарнье-17, 123 Дарнье-17Е, 36 Дарнье-17М, 12 Юнкерс-88. Ну, еще имелось 9 групп пикирующих бомбардировщиков, 295 Юнкерс-87 и одна группа штурмовиков Хеншель-123. Ну, что бросается в глаза? Во-первых, все бомбардировщики практически однотипны. То есть 3 ключевых марки машин, примерно со схожими характеристиками, практически однородные. То есть немцы в этом плане сделали очень правильно. Они ограничили количество моделей и количество компаний, производящих самолеты, с тем, чтобы авиация располагала однородным ударным ядром. Это разумно и правильно. Опять же, что бросается в глаза? Вся бомбардировочная авиация Рейха – это авиация тактическая. Это самолеты для действия на линии огня и в ближнем тылу, до 100 километров от линии фронта. Вся немецкая бомбардировочная авиация предназначена для решения тактических задач. Для помощи наступающим войскам, для отсечения позиций противника, для ликвидации подходящих резервов, для бомбардировки путей сообщения в ближнем тылу. В общем, у немцев нет авиации, предназначенной для действия на дальних коммуникациях, по столицам врага, по морским конвоям, в общем, в дальней авиационной зоне. В принципе нет. То есть какие-то самолеты разрабатываются, тоже Фокке-Вульф-200, но они, если и строятся, то очень маленькими сериями, там буквально несколько единиц, и боевого значения, по большому счету, они не имеют. Да, немцы экспериментируют с дальними летающими лодками Дарнье, с Юнкерс, тот же Фокке-Вульф-200 в роли морского разведчика четырехмоторного. Но это все эксперименты. Ни один из этих экспериментальных самолетов большими сериями не строился, и какие-то серьезные боевые задачи ему не ставились. Ввиду отсутствия нужного количества самолетов. Основа, ключевая масса немецкой авиации Люфтваффе – это авиация тактическая. Штурмовая, ближнебомбардировочная, в основном для действий в ближнем тылу. Все. Немцы не собирались разрушать города противника, бомбить конвои, бомбить порты и, в общем, действовать в дальней зоне. Потому что их стратегия базировалась на других принципах. А теперь посмотрим, что есть в авиации французской. Надо сказать, что французская бомбардировочная авиация – это очень специфический род оружия. Это зоопарк. Потому что основная ключевая беда Франции в предвоенное время – это политическая нестабильность. Как я уже говорил, постоянно меняющиеся кабинеты радикально меняли цели и задачи для своих вооруженных сил и для ВВС, которые были их частью.
То есть сегодня мы строим бомбардировщики для действий на коммуникациях противника. Завтра нам нужны штурмовики для работы над передним краем врага. А послезавтра нам необходимы тяжелые бомбардировщики для бомбардировки Рейна. Это правда, так и было. Поэтому бомбардировочный парк французской авиации был чудовищно разнородным. Были американские бомбардировщики «Мартин», были бомбардировщики «Лоран» и «Оливье». Я сейчас зачитаю, тут целый список моделей. Были бомбардировщики «Бреге 691». Были уже озвучены ПАТЭС-63 в модификации ближнего бомбардировщика ПАТЭС-633. Лоран и Оливье были моделей трех и даже четырех моделей. Были бомбардировщики Блок-210. Были бомбардировщики МБ-200. Были бомбардировщики АМьё-143. Были бомбардировщики ПАТЭС-540, ПАТЭС-542. Лоран и Оливье 257 БИС. Боже, какой зоопарк. Да. То есть только основных моделей бомбардировщиков во Франции было 14. Не считая вспомогательных, дополнительных, экспериментальных, специальных. В общем, это был зоопарк. Я даже не представляю, как они снабжали свои части запасными частями. Просто не представляю. Это фикция какая-то. Но французам было этого мало. Их тактическая авиация в основном располагала двухмоторными бомбардировщиками, легкими и средними. Но также у них были четырехмоторные бомбардировщики дальнего радиуса действия. Но это были очень специфические машины. Их было всего 70 штук. И моторы у них были в спаренных гондолах. То есть гондол было две под каждым из крыльев. И там стояли моторы с тянущим и толкающим винтами. То есть один мотор стоял лицом, грубо говоря, лицом вперед, а второй с ним в спарке лицом назад. Это была очень интересная специфическая конструкция. Теоретически она была выгодна, потому что уменьшалось лобовое сопротивление. Практически винты, которые толкающие, они действовали в струе основных винтов, и поэтому примерно треть мощности мотора расходовалась впустую. Но об этом уже они поняли потом, когда начала эксплуатация бомбардировщиков этих. Но это было потом. Но дальняя авиация у французов тем не была. 70 машин это немного, но они были. Никакой роли они в войне не сыграли. Были потеряны в боях и поломках, и просто сданы. Но они были. А теперь о главном. Об авиации британской. О британской бомбардировочной авиации. Британская бомбардировочная авиация. Вот это самое интересное во всей предвоенной истории всей военной авиации мира. Потому что англичане глупостями, как французы, и узкоспециальным направлением, как немцы, не занимались. Англичане изначально создавали стратегическую авиацию для нанесения поражения противнику с воздуха. Доктрина Дуэ имеет итальянское происхождение, но в принципе, если брать чисто практически, то ее воплотили в жизнь именно англичане. Потому что еще в 1923 году, задолго до всей этой катавасии, была принята доктрина так называемого воздушного устрашения. Военное руководство Великобритании полагало, что, опираясь на флот и авиацию, они могут и должны нанести решающее поражение противнику без использования сухопутных войск, ударами издалека, мощными и неотразимыми, и принудить его к сдаче. Это очень интересная концепция, которую потом подхватили, кстати, американцы. Британцы с самого начала авиационной гонки сделали упор на тяжелые дальние бомбардировщики. Им не было нужды строить тактическую авиацию, они не ограничили ни с кем из своих соседей.
Поэтому естественно, что вся авиация бомбардировочной Великобритании это была в основном авиация большая, тяжелая, серьезная. Дальние тяжелые бомбардировщики. Причем задолго до первых выстрелов Второй мировой англичане уже знали, с кем они будут воевать. В 1937 году Министерство авиации приступило к планированию боевых действий против конкретного противника, против Германии. А с 1938 года на ВВС была возложена оборона страны с воздуха и наступательные задачи против вероятного противника. Таковым уже по всех документах считалась Германия. Вот небольшие цифры. Просто чтобы было ясно, о чем идет речь. Бомбардировщик «Галифакс» появился по техническому заданию Министерства авиации 1935 года за номером П-1336. Эта машина должна была нести 6 тонн бомб и иметь дальность в 1658 километров. Англичане, правда, пытались сначала построить двухмоторную машину, но поняли, что это невозможно, и уже в 1935 году было решено строить машину четырехмоторную. Англичане строят четырехмоторные бомбардировщики дальнего радиуса действия с 6 тоннами бомб. Еще даже до аншлюса Австрии, до раздела Чехословакии. Англичане строят тяжелые бомбардировщики для действий по городам противника, еще не имея этого самого противника. Гениальное предвидение. Абсолютно гениальное. Причем то, что в Европе царит мир, британских генералов от авиации совершенно не волновало. Они требовали ускоренного создания тяжелых четырехмоторных машин для бомбежки вражеской территории. Причем Галифакс был не единственной машиной такого типа, потому что тот же Ланкастер, лучшая британская модель четырехмоторного тяжелого бомбардировщика, был создан чуть позже, в 1939 году, но тем не менее еще 25 июля. Вот его данные. Максимальная скорость 460 км в час. Рабочий потолок 7500 метров. Дальность 2670 километров. Бомбонагрузка 6356 килограмм. Вот так. Тяжелый четырехмоторный бомбардировщик, несущий 6 тонн бомб на расстоянии в 2600 километров, начал строиться в Великобритании летом 1939 года. Когда ни о какой войне еще пока речи не шло, все просто пугали друг друга мобилизациями, англичане четко знали, что они будут делать в ближайшие годы. Они будут строить и применять тяжелые бомбардировщики для уничтожения городов противника. Немножко цифр. По состоянию на август 1939 года действующие бомбардировочные эскадрильи первой линии были вооружены двухмоторными бомбардировщиками «Веллингтон», «Уитли Хэмптон» и «Бленхейм», а также четырехмоторные бомбардировщики «Галифакс». И всего насчитывали 585 бомбардировщиков. Это не очень много. Не очень. Но это 585 бомбардировщиков для действий по территории противника. Ни в тактической зоне, ни по линии обороны, ни по ближним путям снабжения, ни по мостам и дорогам, а по городам, заводам, дамбам, шлюзам, по территории врага, по мирным людям, по гражданским. Но об этом ни у кого в Англии не болела голова. Главное было нанести поражение противнику, а для этого нужны были тяжелые четырехмоторные бомбардировщики. И они строились массовой серией. Для защиты территории строились истребители Spitfire Hurricane,
А для нанесения поражения противнику четырехмоторные бомбардировщики «Галифакс», которые это и решили первые годы войны. Потом пошли более современные машины, потом англичане создали бомбардировщик «Стерлинг», но это уже было потом. Изначально было вот именно так. Ну, теперь почему немцы столько усилий потратили на создание авиации? Вот реально. Многие считают, что немцы планировали войну, и поэтому им нужно было много самолетов. Ну, во-первых, у немцев не получилось сделать много самолетов, их авиация не превосходила, а в многом уступала авиации противника. Но зачем вообще немцам была гонка вооружений в небе? Я считаю, что немцы просто таким образом пытались уравнять шансы в грядущей войне. То есть авиация – высокотехнологичный род оружия. Немцы не могли превзойти своих врагов на поле боя сухопутном. То есть у них не было больше солдат, у них не было больше пушек, у них не было больше танков. Но у них была возможность в области авиации превзойти своих врагов технически и организационно. Не количественно, но технически. То есть они могли создать и создали хорошие истребители-бомбардировщики, и они еще до войны создали систему управления авиацией, которая просуществовала всю войну и довольно успешно. О том, что война возможна и вполне реальна, немцы знали. Это понятно. Воевать все равно бы пришлось. Конечно, они хотели избежать, все хотели избежать, никто не хотел воевать, но сопротивляться врагу необходимо было, как правильно сказать, адекватно. То есть попытаться сразиться на море у немцев не было шансов, потому что у англичан и французов флот был, а у немцев флота не было. Но об этом мы поговорим позже. На сухопутном театре единственное, что могли сделать немцы, это мобилизовать и создать армию, которая не очень уступала бы врагу. Не превосходила, а не слишком сильно уступала бы врагу. И единственная отрасль, где немцы были реально сильны и могли на равных противостоять с врагом, это авиация. Потому что самолет не требует больших вложений ресурсов, как, скажем, линкор. Линкор 50 тысяч тонн стали, это все-таки объем. А самолетик весит 3-5, бомбардировщик 10 тонн. Но это высокотехнологичное оружие. Оно требует ума. Немцы нация умная, немцы нация инженеров. И поэтому именно в области авиационного вооружения они пытались уравнять свои шансы с врагом, с потенциальным противником, как принято говорить. Ни в никаких других отраслях они не могли этого сделать, в авиации могли, объективно могли, и они сделали. Да, они сосредоточились на узкоспециальном секторе тактической авиации, но в ней они были отличны. То есть они знали, что они хотят, они знали, какие самолеты они хотят, они знали, как ими управлять. Они все это сделали и в начале войны продемонстрировали просто чудеса организации своей авиации. Советская авиация, гораздо более многочисленная, пускай качеством и пониже, ничего не могла сделать немцам. Потому что немцы, умело управляя своей авиацией, на локальных участках создавали абсолютное превосходство в воздухе и наносили нашим войскам поражение с неба и с земли. Не нужно побеждать везде. Не нужно быть сильнее по всему фронту. Достаточно победить здесь и сейчас, в одном конкретном месте, в одно конкретное время. Немцы создали такую авиацию и такую систему управления авиацией, которая позволяла им это сделать. И поэтому они победили сначала. Ну а потом суп с котом.